Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я Валерий Табаков, практикующий юрист. И сегодня я хочу ответить на недавнее выступление Алисы Вейдель в Бундестаге. На ту самую речь, где она с пеной у рта обвиняет канцлера Фридриха Мерца в предательстве Германии. Давайте разберемся методично, шаг за шагом, опираясь на факты, документы и расследования. Как юрист я не терплю демагогии, я опираюсь на доказательства, и сегодня я покажу, почему Вейдель не просто политик с радикальными взглядами. Она воплощение гипокризии, экстремизма и угрозы для демократической Германии. Ее слова – это не критика, а маскировка под патриотизм, за которой скрывается опасная идеология, ведущая страну в пропасть. Я структурирую свой анализ по ключевым темам ее речи, разоблачая каждую ложь и противоречие. Приготовьтесь, это будет уничтожающая критика, подкрепленная источниками. Начнем с основ. Вейдель позиционирует себя как защитницу немецкой идентичности и семьи в традиционном смысле. Отец, мать, дети. Но кто она на самом деле? Алиса Вейдель – открытая лесбиянка, живущая в Швейцарии, а не в Германии, с партнершей из Шри-Ланки, рожденной в Азии, и воспитывающая двух приемных сыновей. Ее партия АФД определяет семью строго как гетеросексуальную пару и выступает за отмену однополых браков. Как это сочетается? Это чистая гипокризия. Вейдель пользуется всеми благами, которые отрицает для других. Миграцией, ее партнерша-иммигрантка, ЛГБТ-правами, которые АФД хочет урезать, и даже жизнью за рубежом, пока ее партия кричит об открытых границах. Более того, в 2017 году Вейдель нанимала сирийскую беженку как уборщицу без официального оформления, под столом, нарушая трудовое законодательство. Это та самая женщина, которая в своей речи обвиняет мигрантов в захвате Германии и требует депортаций. Факты. Расследование Die Zeit и подтверждение от прокуратуры. Это не случайность, это системная ложь. Вейдель живет в Швейцарии, чтобы избежать тех проблем, о которых она вещает: высоких налогов, мигрантского хаоса и энергетического кризиса. Как юрист я скажу, это не политика, это мошенничество. Она продает немцам миф о чистой Германии, пока сама наслаждается привилегиями элиты. Если АФД придет к власти, такие как она останутся в шоколаде, а простые немцы в руинах. Далее. Вейдель в своей речи обвиняет Мерца в использовании спецслужб против АФД, называя это антидемократическим, но давайте смотреть на факты. В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране Конституции BFV официально классифицировала АФД как подтвержденно правоэкстремистскую партию. Это
не политическая атака, это результат 1100-страничного отчета, основанного на расследованиях. АФД обвиняют в расизме, антимусульманских взглядах и подрыве демократии. Партийные лидеры, такие как Бьорн Хёке, дважды оштрафованы за использование нацистского лозунга «Alles für Deutschland» – «Все для Германии». Александр Гауланд, сооснователь АФД, назвал нацистский режим птичьим пометом в истории Германии. Максимилиан Крах, ведущий кандидат АФД на евровыборах, заявил, что не все члены СС были преступниками. Вейдель сама отрицает культ вины за Холокост, называя его политической инструментализацией, и даже заявила, что Гитлер был коммунистом. Это историческая ложь, осужденная экспертами. АФД под наблюдением с 2021 года, и в 2025-2026 годах это подтверждено судами. Партия связана с неонацистами. Расследования показывают контакты с экстремистскими группами, включая идентичное движение. В 2023-2024 годах раскрыт заговор в Потсдаме о ремиграции, массовых депортациях даже натурализованных граждан. Это не голос народа, как вещает Вейдель, это экстремизм, угрожающий основам основного закона Германии. Как юрист я утверждаю, АФД – это не оппозиция, а потенциальная террористическая угроза. БФВ имеет право мониторить их, включая прослушку и информаторов, потому что они нарушают Конституцию. Вейдель жалуется на Брандмауэр, изоляцию в парламенте. Это защита демократии от фашизма. Также Вейдель в речи живописует хаос от мигрантов, ножевые атаки, изнасилование, захват городов. Но ее решение – ремиграция, то есть массовые депортации, включая граждан Германии с миграционным фоном. Это не политика, это этническая чистка. АФД требует закрытия границ, отмены пособий для мигрантов и раздачи гражданства без разбора. Но факты. Миграция – ключ к экономике Германии. Без мигрантов, включая квалифицированных, страна потеряет миллиарды в ВВП. АФД игнорирует, что преступность среди мигрантов не выше, чем среди немцев по статистике ВКА, а ее риторика разжигает насилие. Вейдель обвиняет Мерца в открытых границах, но сама нанимала нелегальную мигрантку. Это не забота о немцах, это расизм. Ее партия финансируется сомнительными источниками, включая швейцарского миллиардера Ханса Конле, нарушая законы о донациях. Как юрист я вижу здесь нарушение антидискриминационных норм ЕС и ООН. Далее. Вейдель ругает Мерца за деиндустриализацию, инфляцию и зеленую энергетику. Она хочет вернуть ядерную энергию, дешевый российский газ и отменить запрет на ДВС. Но ее предложение – катастрофа. АФД требует выхода из ЕС и евро. Это разрушит экспорт, на который живет Германия. Бизнес-ассоциации, как Фамилиен Нюнтенбергмер, отвергли диалог с АФД, потому что их политика враждебна бизнесу. Выход из ЕС обойдется в триллионы потерь. Зеленая энергетика не безумие, а инвестиция в будущее.
Германия лидирует в возобновляемых источниках. Вейдель, бывший банкир в BlackRock и Goldman Sachs, знает это, но играет на страхах. Ее экономический эксперт – миф. Она лоббирует популизм, игнорируя, что санкции против России спасли Европу от зависимости. Факты. Российская экономика не растет, как она врет. Она в стагнации из-за войны. И, наконец, самое опасное. Вейдель обвиняет Мерца в разжигании войны и хочет вернуть газ из России, отменить санкции и прекратить помощь Украине. АФД – пророссийская партия. Ее депутаты ездят в Москву, наблюдают за фейковыми выборами на оккупированных территориях, распространяют кремлевскую пропаганду. Вейдель требует переговоров с Путиным, игнорируя, что Россия тестирует НАТО дронами. Это предательство национальных интересов. АФД связано с Россией. Расследование показывает коррупцию, включая Петра Быстрона и Максимилиана Кра. Вейдель не путинская партия. Ложь. Она требует восстановления Nord Stream и игнорирует взрыв трубопроводов. Как юрист я вижу здесь угрозу безопасности. АФД подрывает НАТО и ЕС, рискуя Третьей мировой. Уважаемые зрители, Вейдель не спасительница, а разрушительница. Ее речь – это манипуляция, а АФД – это экстремистская партия. Как юрист я призываю, голосуйте за демократию, а не за экстремизм. Подписывайтесь, комментируйте, давайте обсуждать. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.